Привет, это майор в отставке. Приходилось ли вам когда-либо бывать в кабинетах оперов МВД или, не дай бог, ФСБ? Возможно, с вами уже пытались поговорить, что называется, по душам, подружиться или, может быть, даже открыто предлагали сотрудничество. Сегодня о том, как из человека делают инструмент, с помощью которого получают информацию или с помощью которого избавляются от врагов режима. Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Зачем его только из больницы выпустили? В нормальном государстве агентурная работа – это инструмент, с помощью которого правоохранительные органы ловят террористов и бандитов, только настоящих. А в современной России это инструмент, с помощью которого власть удерживает контроль над обществом и ломает его. Меня зовут Олег Кашинцев, и сегодня мы поговорим о вербовке. О том, как человека сажают на крючок, чтобы получать информацию, ломать чужие жизни и так далее. Какая цена за этим стоит и что делать, чтобы не стать жертвой этого всего. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не сделали этого, и погнали. В нормальном государстве, как я уже сказал, агентурная работа используется для поимки террористов, бандитов, педофилов, людей, которые реально опасны для общества. Ну а в современной России это инструмент, с помощью которого власть управляет обществом через страх и банальный шантаж. Для начала надо быть реалистами. Агентурная работа сама по себе не является чем-то дьявольским. В здоровой системе это действительно часть защиты жизни, здоровья и прав граждан. Это профилактика и раскрытие преступлений, терактов, борьба с ОПГ и с коррупцией. В правовой рамке это все лежит внутри оперативно-розыскной деятельности, то есть ОРД. Есть специальные внутренние секретные приказы, которые регламентируют, как работать с агентурой, какие задачи она выполняет и, разумеется, как вербует людей в агентурный аппарат. Слово «вербовка» там так прямо и указано, так и написано. Если брать букву закона, то задачи ОРД звучат красиво. Это выявление, предупреждение, пресечение преступлений и защита безопасности личности и государства, ну и общества, разумеется. Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым. На бумаге все красиво. На практике мы понимаем, что в России, по словам государства, давно уже понимается не страна, не люди, не общество, а преступная шайка, сидящих в Кремле и боящихся потерять власть, боящихся собственных граждан. Но давайте по-простому. Чтобы раскрывать преступления и предотвращать теракты, нужны люди, которые что-то видят, что-то слышат, что-то знают. Нужна агентура. Люди, которые будут предоставлять информацию по конкретным объектам, по преступным группам, по радикальным движениям, в общем, по реально опасным объектам. Для этого в эту агентуру нужно кого-то записать. Чтобы кого-то туда записать, нужно кого-то уговорить стать агентом, осведомителем или так называемым доверенным лицом. То есть склонить человека к негласному сотрудничеству с органами на каких-то условиях. Вот это и называется вербовка. Если совсем сильно упростить, основных формул, по которым человека втягивают в негласное сотрудничество, 3. Первое – добровольное, идейное. Человек сам видит криминал, видит, как совершается преступление и по своей воле помогает органам. Вторая – прагматичная. Интерес, защита, благодарность. Ты нам информацию, мы тебе деньги, крышу, решение проблем. Третье – темное, грязное. Давление, шантаж, игра на уязвимостях. Когда человек сотрудничает не потому, что хочет, а потому, что он боится последствий отказа от этого. Вот про это все мы и поговорим. Скажу вам по секрету, только вы никому не рассказывайте. Любой человек, вообще любой, для оперы это потенциальный источник информации. Потерпевший, свидетель, подозреваемый, сосед, кассир, водитель, сантехник, неважно. У каждого есть свой маленький кусочек пазла от большой картины. Опытный оперативник так и смотрит на мир. Всегда есть тот, кто что-то слышал или что-то видел. И это нормально, если мы говорим о реальных преступлениях. Для раскрытия серьезного преступления без нормальной агентуры иногда действительно не обойтись. Это азы, это норма. Но норма в нормальном государстве, где государство борется с преступниками, а не с собственными гражданами. Где заканчивается норма и начинается беспредел, спросите вы? В тот момент, когда система перестает защищать людей и начинает защищать только саму себя, здесь и начинается беспредел. Методы вербовки – это классика. Они мало меняются десятилетиями. Меняются декорации, меняются возможности, меняются цели. Но суть остается почти одной и той же всегда. Все зависит от того, какую форму применяют именно к вам. Давайте по очереди.
Итак, добровольное или идейное сотрудничество. Это один из распространенных видов негласного сотрудничества, и он, кстати, не исключает оплату. По правде говоря, там ни один вариант сотрудничества оплату не исключает. Фишка именно в мотивации здесь. Человек сам, движимый своими идеями, готов работать на органы. Сам ищет контакты, сам приходит, сам предлагает помощь. Хочет бороться с преступностью, чувствовать себя частью системы, быть нужным и важным. Такой человек – это подарок для оперативника. В данном случае его даже вербовать не надо, он уже сделал это за него, за оперативника. Дал ему контракт, как говорится, тот подписал и все. Дал задание, он побежал его выполнять. Но проблема в том, что в России граница между бороться с преступностью и бороться с инакомыслием давно уже стерта. Последние ее очертания были стерты после начала вторжения в Украину. И тот, кто идейно соглашается помогать органам, очень быстро оказывается охотником не за бандитами, а стукачом, за коллегами, соседями, критиками войны и так называемыми подозрительными элементами. Вторая формула – это вознаграждение, то есть выгода. Здесь все понятно. Если простым языком, то человека здесь пытаются склонить к сотрудничеству на основе денег или каких-то там материальных плюшек. Иногда человек сам ищет выходы на контакт с органами, чтобы поправить свое материальное положение. Здесь оплата происходит либо разово за конкретную информацию, либо на контрактной основе с ежемесячной оплатой, премиями и прочим. В общем, человека финансово заинтересовывает, чтобы он поставлял информацию, выполнял задания, передавал сведения о тех, кто ему доверяет. Чтобы такой человек согласился, у него, как правило, должны быть реальные финансовые проблемы. Оперативники не любят работать с теми, кому ничего не надо, за исключением идейных. Нужен человек, которого можно держать на крючке. Как, сколько, когда и кому платят за работу в качестве источника написано в специальных внутренних приказах. И да, эти приказы вы в интернете не найдете. Он нам нахуй не нужен, интернет ваш. Да понятно. Понятно? Вся истинная внутренняя кухня живет на бумаге с грифом «совершенно секретно» и в головах тех, кто этим занимается. В нормальных условиях это выглядит так. Есть человек, который имеет доступ к определенным преступным элементам, либо он из числа группировки, либо общается с ними, либо как-то обслуживает. Назовем его Вовой Пупкиным. Оперативники ищут к ним подходы. Сначала аккуратно, знакомые, общие темы, иногда при возможности, если есть повод, помощь в мелочах, пытаются нарыть компромат, нарушения, преступления и тому подобное. Потом, когда уже есть контакт, есть то, чем ему могут помочь только они, то предлагают сотрудничество. Смотри, типа, Вова, ты и так там крутишься, нам нужно только, чтобы ты нам иногда рассказывал, что происходит. Мы на тебя там закрываем глаза, ты нам помогаешь. За каждую полезную информацию вознаграждение. За серьезную – серьезное. Иногда человек из нужной группы сам приходит из корыстных побуждений. Там типа, ребята, я вам все расскажу, только платите деньги. Иногда выгода не только в деньгах. Не исключено, как я уже сказал, что могут закрывать глаза на мелкие нарушения. То есть человека покупают, но способы оплаты выглядят по-разному. Ну а теперь третья формула, самая грязная – давление и шантаж. Вот здесь начинается то, ради чего многие из вас и включили это видео. Что такое шантаж в исполнении силовой системы? Это когда вам, например, показывают папочку, настоящую или выдуманную, уже не так важно. В этой папочке материалы, проверки, анонимные доносы, оперативные сведения, отчеты участкового, скрины из чатов, распечатки звонков и прочее. И вам спокойно, почти по-доброму объясняют. Не давят сразу, вам как будто сочувствуют даже, объясняют, что ситуация сложная, подчеркивают, что они видят, вы, конечно, не враг, но при этом аккуратно подвешивают фразу про то, что к вам есть вопросы. Дальше включается классика, обещание, что никто не хочет вам зла, намек, что дело можно не раздувать, если вы пойдете навстречу. И в конце крючок вам мягко напоминает про большой срок и подводят к мысли, что единственный способ его избежать – это сотрудничество. И дальше выкатывается предложение «подпиши бумагу о сотрудничестве» или хотя бы устно пообещай помогать. В обмен могут не возбуждать дело, не передавать материалы выше, не трогать ваших близких. То же самое может произойти, если тебя задержали на митинге, например. История знает тому примеры, когда людей на оппозиционных митингах задерживали, угрожали, шантажировали, а потом использовали как агентуру против их же коллег. Еще
частым и мощным рычагом давления выступает страх призыва на военную службу. Были случаи, когда этим пользовались органы и вербовали сотрудников, например, штабов Навального. Пример тому история Михаила Соколова, сотрудник штаба Навального, которого завербовали сотрудники ФСБ, шантажируя его уголовным делом за то, что он скрывался от призыва в армию. Соколов, по его словам, получал 2 зарплаты. Одну в штабе Навального, вторую в ФСБ. Соколов стучал в ФСБ с 16 по 22 год. В общем, сидишь ты в этом кабинете, смотришь на эти бумаги, слышишь, как мелькают слова уголовного дела, обыск, экстремизм, срок, и мозг начинает плавиться. И вот тут многие, когда рядом нет адвоката, ломаются. Потому что, запомните, любую вербовку через шантаж строят на том, чтобы человеку было что терять. Работу, свободу, семью. Ты себя просто не потеряй как мужчину в жизни, и тогда у тебя все нормально будет. Когда ты внутри будешь знать, что ты не чмо. Теперь давайте рассмотрим более детально, как это все работает на практике в современной России. Допустим, работает какой-нибудь Вася Пупкин в организации, которую власти записали в агенты Запада, иностранные агенты, подрывники духовных и нравственных скреп. Эта организация занимается правозащитой, например, расследованиями, журналистикой, экологией, да чем угодно, что не нравится властям. Вася ходит на работу, пишет отчеты, живет обычной жизнью. И вдруг его приглашают для беседы. Или его задерживают на улице как похожего по приметам, или он где-то немного выпил, шел по улице, на него составили протокол. Затем его приглашают в кабинет. Улыбка, чай, сигарета. Сначала все очень мягко. Мы все понимаем, там типа мы же не против вас, мы против экстремистов. Мы за порядок. Начинают задавать странные вопросы, например, кто у вас в коллективе самый радикальный, кто ездит за границу, кто общается с западными фондами, кто что говорит на кухне. Потом плавно вываливаются проблемы. Вот тут у тебя, например, нарушение. Ты что-то не подумавши написал в сети. Вот тут мы нашли признаки экстремизма. Вот здесь у тебя странный комментарий. Да ты еще и, оказывается, от армии косишь. И вот уже разговор крутится вокруг сделки. Ему пытаются внушить, что он нормальный мужик, что проблем ему не хотят, им просто нужен контакт в этой организации. Ничего на первый взгляд серьезного. Им просто важно понимать, что там происходит. Списки, настроения, кто чем живет. Васе дают понять, что если поможет, то проблем не будет. Чтобы он сразу совсем сильно не испугался, ему дают понять, что это будет просто общение, никаких заданий, никаких целей. Это и есть вербовка. Васю посадили на крючок. Далее, разумеется, и цели, и методы так называемого общения будут меняться на более серьезные. Иногда человека могут готовить месяцами, вызывают снова и снова, показывают, что он под колпаком, давят психологически. Где здесь закон? Да нигде. Это чисто силовая логика. Мы можем сломать твою жизнь, но можем пока не ломать, если будешь хорошим мальчиком. Теперь второй сценарий – это вербовка за пределами России. Иммигрантов, диаспоры. Казалось бы, ты уехал, другая страна, другие законы, другая полиция. Ты в безопасности. Ты выходишь на митинги, устраиваешь какие-то акции, думаешь, что все, я свободен, они сюда не дотянутся. Но у тебя там, в России, остались родственники, бизнес, имущество. И вот это может стать инструментом давления, платформой для попытки вербовки. Как это делается? Я думаю, что для начала там они оценивают, насколько того или иного человека можно продавить этим. Какие отношения с оставшимися, какой у него характер. В России могут сначала вызвать, например, твоих близких на опрос, профбеседу, допрос по твоему делу. И им начинают рассказывать, что ты занимаешься деструктивной деятельностью, что ты сотрудничаешь с экстремистами и подрываешь безопасность России. И дальше психологические трюки вроде того, что мы вреда ему не причиним, хотим просто помочь, что якобы можем прекратить дело, передать ему, что нам от него ничего не нужно, вот контакты, пусть свяжется. Если он пойдет навстречу, у вас здесь проблем не будет. Если вы родственник человека, который уехал и вдруг вас вызывают просто поговорить там про сына, про дочь, правила простые. Ничего обещать от его имени и не брать на себя обязательство передать предложение не нужно. Говорите простые фразы. Он взрослый человек или она и сам решает, чем заниматься и с кем говорить. Спокойно повторяйте одно и то же. Я не могу говорить за него, он живет отдельно, все вопросы через адвоката. А самый простой вариант – это вообще воспользоваться статьей 51 Конституции и ничего не говорить, что касается вас и ваших родственников. Фиксируйте все, кто вызывал, когда, фамилии, должности, о чем говорили. После беседы сразу сообщите об этом ему, правозащитникам, адвокату.
Чем меньше вы помогаете по-человечески, как говорится в таком разговоре, тем сложнее силовикам сделать из вас удобного заложника. Хороший пример того, как система тянется за теми, кто уже уехал, это история Игоря Рогова, бывшего координатора «Открытой России» в Мордовии и активиста штаба Навального. Он перебрался в Польшу после начала полномасштабной войны, получил там убежище, жилье, пособие, в диаспоре представлялся оппозиционером и организатором акций против Путина. Ну а теперь по материалам польского дела сам Рогов признает, что еще в России его взяли на крючок ФСБ и заставили продолжать работать уже из-за границы, вливаться в среду эмигрантов, заводить контакты и писать отчеты о российских оппозиционерах и людях, которые им помогают. Следствие утверждает, что эти отчеты он передавал куратору через зашифрованную флешку, спрятанную в посылках с польской водкой и печеньем. Рогов утверждает, что давление шло через шантаж, угрозы мобилизовать его отца, если он перестанет сотрудничать. В итоге человека обвиняют в том, что он все это время был глазами и ушами той самой спецслужбы, от которой вроде бы как бежал. Иногда выходят напрямую на самого человека, через мессенджеры, через старых знакомых, коллег. Типа мы можем помочь решить вам ваши вопросы дома, проблемы у родственников, а у них очень серьезные проблемы. Но вы должны помогать нам. А на деле от вас хотят одного – сделать вас глазами и ушами спецслужб в среде иммигрантов и оппозиционных сообществ. И тут важный момент. Просьбы, которые на первый взгляд могут выглядеть безобидными, бессмысленными и вообще неинформативными, например, чем занимался, куда с кем сегодня ходил, внезапно превращаются в более серьезные. Это, например, фотографии с мероприятий, списки людей, кто с кем дружит, кто кого критикует, кто помогает армии Украины. То есть изначально, чтобы вас не спугнуть и вы еще крепче сели на этот крючок, уровень вопросов, ну а по факту сложность заданий, будет постепенно повышаться. И вот вы уже не просто иммигрант, а секретный источник, полноценный агент, который сдает тех, кто ему доверяет. Стукач, на которого уже есть компромат. И этот компромат – это сам факт сотрудничества. Ну а дальше из тебя лепить уже можно кого угодно, хоть диверсанта. Взлет по этой карьерной лестнице может стать стремительным и незаметным даже для тебя самого. Теперь, наверное, самое важное. Как понять, что вас вербуют? Ну, давайте по шагам. Первое. Вас зовут на беседу или привозят на нее без понятного статуса. Или же задерживают по странному поводу и доставляют в орган. Начинается странная беседа. Нет четкого документа, нет официального вызова, нет вашего процессуального положения. Вы вроде как и не свидетель, не подозреваемый, не обвиняемый и даже не потерпевший. Второе. В беседе выходят за рамки конкретного эпизода, о котором с вами планировали изначально поговорить. Вы пришли по одному поводу, вас начинают спрашивать о вещах, которые к делу никакого отношения не имеют. Кто у вас, например, в чате активный, кто ездит в Европу, кто с кем переписывается, как вы относитесь к политике США. Третье. Появляется тема конфиденциальности, там типа давайте без адвокатов, это между нами. Не надо никому рассказывать, что вы к нам приходили. Четвертое. Вам показывают ваши потенциальные проблемы или компромат. Мы можем, там, например, возбудить дело, вас тут тянет на экстремизм, могут быть серьезные последствия, но мы же люди, нам хочется решить все тихо. Пятое. Звучат фразы про доверие и контакт. Давайте будем на связи, если что-то узнаете, сообщите, нам нужен свой человек, но мы вам верим. Если вы услышали в одном разговоре сразу несколько этих мотивов, поздравляю. Это не просто беседа, это попытка вербовки. Теперь давайте о том, чего нельзя категорически делать никогда. Очень важный момент, который силовики терпеть не могут. В российском законодательстве нет статьи, которая обязывает вас негласно сотрудничать с органами. Нет статьи за отказ стать агентом. Все эти расписки о сотрудничестве, обязательства о конфиденциальности, анкеты источника – это все внутренняя кухня ведомств. Это сугубо субъективное решение каждого. Это не закон. Поэтому железобетонные нельзя такие. Нельзя давать обещания выполнять их просьбы и соглашаться даже устно помогать. Нельзя подписывать бумагу о негласном сотрудничестве никогда, что бы вам ни говорили. Подпись под такой бумагой – это не юридическая обязанность, а крючок. Вас на него посадят и будут дергать каждый раз, когда нужно. Будут, разумеется, ей шантажировать. Нельзя давать обещания помогать по-человечески, в обмен на не возбуждать дело.
Это шантаж и вымогательство под видом дружбы. Сегодня вы по-человечески помогли, завтра вам принесут задачу, от которой у вас руки уже будут просто дрожать, и вы уже не сможете просто так отказаться. Нельзя соглашаться на секретные встречи без адвоката. Если вы проходите по делу, то у вас есть право на защиту, то есть на адвоката. Если вы ни по какому делу не проходите, тем более не обязаны ходить к ним в тайне. Нельзя думать там типа, ну я сейчас подпишу, а потом забью. Это же простая бумажка. Любая подписанная вами бумага – это рычаг. Даже если она юридически пустая, вам ее будут показывать. Вы же сами согласились, вы уже наш человек. И да, кстати, насчет этих бумажек. Каждый источник, то есть агентурный аппарат, оформляется в России не просто одной бумажкой о негласном сотрудничестве. Это бумажка, а потом еще много других о вербовке с выбором псевдонима, о целях вербовки. Все это сшивается в ваше личное дело, если вас завербовали. Оно, кстати, так и называется – личное дело. Оно имеет свой номер и гриф «Совершенно секретно». Туда подшиваются и все ваши сообщения, которые вы передаете. Я к чему это говорю? Однажды ведь все архивы будут подняты, и все такие дела могут всплыть. Имейте это в виду, прежде чем подписывать согласие. Что делать, если вы попали в такую ситуацию? Первое. Спокойно, без истерик останавливайте этот душевный разговор. Дайте понять, что вы не хотите продолжать об этом говорить. Дайте понять, что вы готовы отвечать только по конкретному делу в присутствии адвоката. И что никаких негласных обязательств брать на себя не собираетесь. Что негласно сотрудничать вы не желаете. Вы не обязаны оправдываться, вы не обязаны доказывать, что вы хороший. Вы просто обозначаете границы. Второе. Фиксируйте все, что можете. Имена, должности, место, время, кто что говорил, чем угрожали, какие предложения вам делали. Вышли из кабинета, запишите все это по памяти в телефон или в блокнот. Потом это может быть важно и для вас, и для правозащитников, и для адвоката. Третье. Не храните это в тайне. Система очень любит тишину. Когда вас пытаются сделать тайным агентом, лучшая защита – это максимальная огласка. Сообщите правозащитникам, правозащитным организациям, журналистам про угрозы, про попытку вербовки, про давление. Опубликуйте об этом пост в соцсетях. Четвертое. Если вы за пределами России и к вам лезут с такими инициативами, фиксируйте все контакты и информируйте местную полицию и местные спецслужбы. Рассказывайте об этом публично, не молчите и не держите это в себе. В нормальной стране работа иностранной спецслужбы, которая пытается вербовать людей на ее территории, это не мелочь, это серьезная тема. Отдельно про тех, кто уже подписал согласие. Такие люди есть. Может быть, кто-то из вас сейчас сидит и вспоминает свой разговор по душам в кабинете с портретом Путина на стене. Вы тогда дрожали, вам показывали какие-то бумаги, пугали уголовкой, шантажировали, и вы дали согласие. Эта система специально устроена так, чтобы втягивать в грязь как можно больше людей. Важно понимать. Юридически вы все равно имеете право отказаться от дальнейшего сотрудничества в любой момент. Вы имеете право в любой момент сказать: «Я передумал, я больше с вами не работаю». Да, вам будут, скорее всего, угрожать. Да, будут шантажировать тем же, чем шантажировали изначально. Да, безопасного варианта там нет. Но каждый раз, когда вы выполняете их задания по политическим мотивам, вы помогаете не бороться с преступностью, а сохранять систему на плаву, которая убивает, сажает невиновных и ведет войну. Поддавшись на шантаж и подписав расписку, став стукачом, вы думаете, что спасли себя или своих родственников. Но какой ценой? Ценой свободы, а может быть даже и жизни других людей, ваших знакомых, коллег, друзей или их родственников. Это неоправданный, подлый, эгоистичный и циничный выбор. Спасая себя таким образом, вы ставите под еще большую угрозу других людей. Вы уничтожите чью-то жизнь, чью-то семью, чтобы спасти свою. И фраза «я спасал себя или своих близких» здесь не оправдание. Задумайтесь над этим. Всегда есть выбор. Да, спасать себя и тех, кем вас шантажируют, надо, но не такой ценой. В общем, проблема здесь не только в том, что у государства есть агентура. Проблема в том, что агентура используется не против террористов и бандитов, а против тех, кто просто не согласен с преступными действиями властей. Будьте сильными, не дайте себя сломать, не поддавайтесь на шантаж и поступайте по совести. У меня на этом все. Делитесь вашими мыслями и вопросами на эту тему в комментариях под этим видео. Для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. И там много чего интересного и полезного.
Если у вас есть важная или интересная информация, которую следует придать огласке, можете также анонимно поделиться ей со мной. Как это сделать безопасно, можете узнать также в моем телеграм-канале. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.